Реальная живопись. Ник такой. Удивительно, сколько много вы говорите о цвете и тоне, но у вас нет правильных отношений. Вы не пишете, а красиво красите. Могу показать на любой работе. Спасибо большое, реальная живопись. Ну что ж тут сказать. А вы видели правильные отношения у Ван Гога, у Матисса? Ну, можно перечислять бесконечно. И что такое правильные отношения? И что такое творческая работа, где нарушаются тональные отношения? Для того, чтобы их нарушать, и для того, чтобы создавать произведения искусства, нужно сначала их видеть и уметь передать. Этим занимаются во всех художественных вузах. И после, они как в инкубаторе, они пишут все одинаково, с правильными тональными отношениями. Это нужно обязательно пройти, просто обязательно. Нужно выстроить этот аппарат. А потом происходит, после института. Ошибочно думают, что я закончил там Суриковский или что-нибудь еще, и я уже художник. Художник может родиться потом, не сразу. И вот наступает процесс раздумий. А как не походить на своих сокурсников? Как делать так, чтобы писать так, чтобы работы мои не выглядели учебными? Это абсолютно естественное желание студента, художника стать художником и писать по-другому, как подсказывает тебе интуиция, сердце, ну и так далее. Навык, который дается, способности, которые мы получаем в институте в результате художественного образования, это некий фундамент, некая такая платформа, на котором потом мы будем возводить своей красоты, своего дизайна здания. Ну, представляете, как было бы скучно, если бы женщины ходили в одной одежде, причем зимой и летом. Ну, в Индии, например, и купаются, кстати, в одежде. Да, там в купальниках не разрешено. И когда русские девушки, ну, я был несколько раз в Индии, ну, или иностранцы, не индусы, купаются, вокруг сидят, я не знаю, целые сотня парней. Они могут целый вечер сидеть вот так и просто смотреть на девушек в купальниках. Ну, кто был в Индии, знает об этом. В Ганге мы купались. И это что-то. Они с утра занимают места в партере, самые выгодные, просто смотрят, как девушки купаются. Естественно, девушки не купались, извините, в купальниках. Они покупали индийские купальники, ну, такие сари, такие обертыши, они купальные такие. Но там все равно все практически видно, ну, как ткани мокрое тело облегают, естественно. В Гоа там уже посвободнее ситуация, но я вот сейчас не вспомню. Хотя в Гоа тоже был несколько раз. Так что я за то, реальная живопись, чтобы художники отличались друг от друга своей живописью, своей красотой. Ну, если я вам представляюсь как такой недоразвитый художник, абсолютно нормально. Можете пройти в соседний кабинет, в соседнюю палату, постучаться и посмотреть на других. С. Такой ник. Вячеслав, здравствуйте. Что значит спорят пятна? Подскажите, пожалуйста. Спорят пятна. Ну, как, что значит? Спорят, в конфликте находятся. То есть по массе, например. Вот одно пятно, площадь, и другое, и расстояние еще одинаковое. Это некая симметрия возникает. Спор происходит по массе. По тону, одного тона, цвета, попадание в цвет, например, небо, и так, ну, взяты облака, да, взяты вот, и где-то еще они раз просквозили. Но не может быть стол и облака, и что-нибудь еще, там, блик на чем-то вот здесь, одного цвета и одного тона. Их нужно разделять. Все лучше разделять. У меня такой принцип, такой подход к живописи. Научиться этому можно, просто нужно заниматься и потратить усилия. На живых классах это особенно быстро получается, прям вот в лед, в один день, в два. Уроки, видео в моей школе
показывают, что это есть, спор, конфликты есть, существует, и я ошибаюсь, и говорю об этом, смотрите, вот я ошибся, и счищаю, преодолеваю этот конфликт. В видеоуроках это есть, так что обратите внимание, 10% скидка есть на все уроки, заходите. Ссылка под каждым видео, поехали дальше. Марина Урванцева, это по поводу писать на пленэре. Страх у некоторых возникает, и как с этим справиться. Надо радоваться и просить позировать. Если убегут, хорошо. А если согласятся, еще лучше. Замечательно. Марина, прекрасный совет. Кстати, о наушниках говорили, что наушники одеть большие, да, и будут просто проходить мимо. Типа, ой, а вы не могли бы вон там постоять неподвижно под часами, как будто вы на свидание пришли, я вас ставлю в композицию. Он, допустим, послушался, стоит, спрашивает, скоро? А вы, нет, нет, еще немножко, еще чуть-чуть. Ой, не получилось. Ну, прекрасно, просто волшебно. У меня было много таких случаев, когда я писал намеренно человека, который в кадре, гитарист, 2 гитариста у меня было, и в Которе, и на Сицилии. Это очень сильно эмоционально окрашивает пейзаж, придает ему какую-то эмоцию, смысл. И дяденька, который мне позировал, ну как позировал, собственно, он играл, собирался играть или играл на гитаре в Которе. Я подхожу, говорю, можно я вас порисую? Он говорит, ну давай. Только, говорит, я недолго, полчаса тут от солнца придет. Я говорю, ну хорошо, может, я успею. И вот я настроился, да, улочка маленькая, я на той стороне, на одной стороне, он на другой. Я, значит, быстро пишу вот этот этюд. И через какое-то время солнце на него падать начинает, поджаривать его, значит, чуть-чуть отодвигается. Я опять пишу, потом он подходит и говорит, слушай, не буду больше позировать, потому что все тебя облепили, а ко мне не подходят, деньги не кладут. Я говорю, ну давай шапку сюда положим, я тебе все деньги дам. Но он постоял, посидел немножко, потом ушел. Хороший дядечка. А на Сицилии гитарист совершенно профессионально играл, изумительно. Он из Германии, из какой-то страны далекой для Италии, приезжал, велосипедик у него, значит, оборудовано все колоночкой, и он вот так путешествует, говорит, что ездит по Европе и зарабатывает себе потихонечку денежки, так живет. Тут так любит это дело. Но вы правы, Марина, надо людей хорошие идеи просить позировать. Потом все любят оказаться в кадре, это совершенно нормально. И художнику плюс, и им приятно. Потом можно выслать им фото, работы. Так что успехов в живописи на пленэре. Друзья, я выпустил 25-й урок «Море и скалы». Один знакомый художник мне рассказывал, что он обратился к своему профессору с вопросом, как писать скалы, горы. И профессор ему в живописи ответил: то есть скалы и воздух, деревья, воду нужно писать по-разному. Подход к скале должен быть рубленный. То есть изображать материальность воздуха, материальность воды, скалы, каких-то еще там отражения в воде. Это очень сложная вещь. И вот в этом уроке я показываю, как эти стихии соединить. Вы просто воочию увидите, как это можно сделать. Как касаться по-разному к той или иной материальности, чтобы ее передать и чтобы это зазвучало. Я надеюсь, что этот урок будет очень полезен тем, кто изучает мои находки, наработки. Ну, вот это холод, а это тепло. Вот на этом все держится
Все мои уроки, которые я выкладываю в онлайн-школе, на мой взгляд, могут помочь во владении мастерством живописи. Постановки, мотивы разные, освещение разное, подход разный и написание разное. Где-то декоративное, где-то вот реалистичное, где-то совсем фантастическое, дизайнерское. Просто изучайте это, и мне кажется, что это поможет вам более многогранно видеть окружающий мир по-разному, и вы просто будете по-разному писать. Вы сможете овладеть разными приемами. Я жду от вас на видеоразбор работы на эту тему. По крайней мере, нет у вас, если поблизости скал, напишите просто воду и отражение каких-то объектов в ней. С отражением воды очень непросто справиться. Ее нужно почувствовать, и пластику воды, пластику движения. Не стесняйтесь, присылайте работы на разбор. Удачи в живописи!